И всем привет! С вами Кицуне, это космические инженеры, продолжение прохождения за комитет ведения войны и т.п. Кстати, нужно дальше продолжить копать. Во-первых. Во-вторых, что у нас там на производстве? А на производстве у нас беда. Так, это пока месть туда сложим. А туда не сложится. Так. Блин. Средний контейнер бы заварить надо, по идее. Средний контейнер нужно заварить. Так. Еще 9 штучек нужно. Еще 9 штучек и пару экранчиков. А пока это все варится, пойдем покопаем. Не здесь, правда. Покопаем. Тю-тю-тю. Так, камень немножко накопали, поставим его на переработку. Так, внутренняя пластина еще 7 нужно, да? Но контейнер можно уже заварить. О, это прекрасно. Так, у нас в контейнере было... О, хорошо. Так, нужно поставить ассемблер, нужно поставить базовый сборщик. Очиститель. Базовый сборщик, очиститель. Чтобы начать перерабатывать камень в промышленных масштабах, ну и уже чистые ресурсы. Ну, здесь пока не столько камень придется перерабатывать, потому что эти ресурсы немножко далеко. Я свой разведчик хандокал, когда лед искал. Да, я так и не нашел, поэтому я мог бы тогда стать на джекпаке туда ресурсов добыть, а такой возможности сейчас нету, потому что разведчик разбился. Льда я так и не нашел. Немножко сломаем. Да, я так и не нашел. Так. Да, не нужна мне уже эта внутренняя пластина. Мне нужны пара кубиков железа. Стальных пластин. А не железа. Так. Не, можно туда, по идее, пешком сходить, но такое на самом деле. Так, базовый сборщик. Базовый очиститель. Базовый сборщик. Вот они. Они делаться будет очень долго. Ну, то есть, производить на них ресурсы будут долго. Есть. Ставим базовый очиститель. Потом базовый сборщик. Для них нужно стальной пластины много.
Строительных компонентов много. Короче, всего много, понемножку нужно. Вражеские параллаксы. А им меня сейчас не волнует особо. Так. Мотор, кран, строительные материалы, производство. 100 слитков. Дальше пошли копать. А, нет. Для начала нужно энергию восстановить. Энергию восстановить, да? Ладно, вот так восстановим. Наверное, для начала этого хватит. Нужно поставить на производство стальных пластин. Штук 100. 700 зеленых слитков нужно будет. Блин, немножечко не хватит. Не штук 100, тогда штук 80. Того должно хватить для начала. Даже 80. Нет. 40, 50, да, вот столько хватит. Так, а я начну потихоньку обваривать борщик. Для него еще строительные компоненты понадобятся. Сюда 100 стальных пластик. Короче, камня еще очень много нужно будет накопать. Производство. Что у нас там по производству? Вот, да. Так. Строительных компонентов 100. Пусть будет. Не хватит, ну и не хватит. Моторы нужны. Потом у нас нужны будут компьютеры. И, наверное, еще экраны. На всякий случай. А мы дальше пошли копать камень. Еще немножко камня накопали, вот приносим его сюда, ложим. Производство у нас производится, все окей, все хорошо. Так, а что можно взять? Можно взять камень вот это вот. И дальше обварить, пойти сборщик. Не хватает только моторов и компьютеров немножко, а так все пучком. Так, следующее у нас будет моторы. Кремния не хватает. Плохо, что его не хватает. Так, производство у нас слитки производятся потихонечку. Еще слитков нужно до 100. И еще пойти накопать камни. Это будет быстро. Я вот что думаю, может быть разведчика пока перевернуть, то что он так
бочком лежит не очень. Он с одной стороны он боком лежит, с другой стороны его перевернуть будет очень проблематично, потому что у него движки немножко неправильно работают. Каких повреждений у двигателей нету. Самое интересное. Хотя я на все 100% не уверен. По крайней мере, все двигатели на месте. Только нету право-лево. Нет. Право-лево есть. Не понимаю, почему он. Нету вперед. Вперед есть. Так, гироскопов нету, что ли? Ну да, гироскопов нет. Да, гироскопы все отпали. Так-то он... Так-то его можно поставить на ноги, а отремонтировать это будет проблематично. Для начала на него нужно установить гироскоп, перевернуть его нормально. Посмотреть на двигатели, все с ними ли в порядке. Отремонтировать их все равно не получится. У меня нету этих компонентов решетки, а кобальт немножечко далековато. Так, что там производится, не производится? Производство. О, двигатели пошли. Это хорошо. Движки нужны. Так. И сборщик будет сейчас почти готов. Если не сейчас же. Да, он уже все готов. Вот. Базовый сборщик готов. Цель достигнута. Осталось только вот базовый очиститель. Камень можно уже будет пихать туда. Но еще нужно будет построить ветряки, чтобы энергия была. А то без энергии здесь будет худо. Мне нужно 89 пластин стальных. Это еще камень. Боже. Так, моторы делаются. Моторов, наверное, достаточно будет пока месяц. Так, не туда. Моторы. Да, моторы можно уже отменить. Отменяем моторы. Но будет теперь вот пластины, дождаться всех пластин. Ибо тут... нужно около 120 пластин, но хотя бы 100, а остальные 20 потом уже производятся, накопаются. Там, блин, ресурсов пойти, что ли, поискать того же железа, к примеру, чтобы недалеко было, чтобы можно было накопать железо и в базовый очиститель его кинуть, чтобы перерабатывалось. Вряд ли будет здесь железо, потому что далеко от всех ресурсов. Здесь одни только горы. Нужно с помощью детектора руды искать. Разведчик у нас разбитый. Ну, все печально. Но база потихоньку строится. Единственное, что хорошо, то, что потихоньку строится база. Что у нас там в производстве? Производство у нас остановилось. Нужно еще немножко накопать камня. Производство стальных пластин опять остановилось. Это нужно опять камень, камень, камень и еще раз камень. Солнышко встало, еще камушка принес. Слитки. Закончилось производство. Вот оно что. Давайте поставим на производство. Возьмем немножко стальных пластин. Пойдем обварим немножечко базовый очиститель. Тут, по идее, зачем я этот каркас сделал? Потому что это... Нет, здесь еще пластины нужны нам, которые имеются. Того у нас будет еще 12 пластин, того мы еще больше сможем варить базовый очиститель. После базового очистителя я планирую построить бур с конвейерами. Здесь немножко будет дырочка большая вниз, на глубину. Наверное. С помощью этого бура я накопаю очень-очень-очень много камня. Этот камень будет очищаться в базовом очистителе. Но для этого нужно будет построить ветряки. Для ветряков нужны опять же ресурсы. Для ресурсов нужен камень. Все взаимосвязано.
Да уж, такая вот серия у нас производственная. Но я думаю, на этом пока месть прерваться, потому что это все будет производиться очень-очень долго. Я думаю, вне серии я немножко обварю базовый очиститель, а там уже дальше продолжим строить эти ветряки и бур, чтобы добыть очень много камня. Ну, а с вами был Кицуне. Это были космические инженеры. Всем спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. Слышимся.